Прошел год с той даты, которая разделила нашу жизнь на до и после. Сейчас уже трудно вспомнить, но 2022 год мы встречали с надеждой. Все ожидали, что вот-вот окончится страшная пандемия, перестанут умирать люди, откроются границы, мировая и отечественная экономика оправятся от всех потрясений и начнется период восстановительного роста. Но для миллионов людей 2022 год стал худшим в жизни, а для многих он стал последним. Война застала меня в Лондоне, где мы снимали документальный фильм о битве за Британию. 23 февраля в одном из наших чатов мы активно обсуждали бомбежки. Но только речь шла о 40-х годах прошлого века, о германских налетах на Лондон и Ковентри. 2 днями ранее, 21 числа, мы с ужасом смотрели обращение Путина. Российский президент продемонстрировал детальную осведомленность по проблемам роста коммунальных тарифов, низких доходах граждан и несовершенства судебной системы. Правда, не в России, а в соседней Украине. Лекция о несостоятельности Украины вперемешку с обиженными тирадами в адрес всего остального мира прерывалась всплесками ненависти и угроз. «Вы хотите декоммунизацию? Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация». Обращение от 21 февраля длилось 56 минут и стоило нам немало нервов. За каждой резкой фразой могло последовать объявление войны, но тогда этого не случилось. Путин ограничился признанием так называемых Донецкой и Луганской народных республик. War in Ukraine could come within days. Russia was planning to invade Ukraine. Russia that it will pay dearly if it invades Ukraine. How high is the threat of a Russian invasion right now? It's very high. Российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, которых считает нужным. Boris Johnson saying this could be the biggest war in Europe since 1945. Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы уже многократно объясняли, что это не так. О возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года. Но, как видим, этого не случилось. Считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами. Какой смысл России на кого-то нападать? — 23 февраля 2022 года, 14:05. Я пишу в рабочий чат. «Друзья, время уходит, какой у нас план?» И коллеги мне отвечают: «Сегодня по плану вступление и часть про Уинстона Черчилля, а завтра у нас бомбежки, едем снимать в Ковентри». 24 февраля, 6:38 утра. Сообщение от нашего дизайнера. «У нас тут в Киеве взрывы. Я могу пропасть. Знакомые с областей сказали, что у них везде стрельба». 6:40. Сообщение от монтажера. Он цитирует своего друга. «Товарищ из Харькова пишет: ваши входят в город. Будут здесь в течение пары часов, я думаю. Я вас любил, друзья». 6:41. «Мои родные в Сумах собирают вещи», пишет кто-то. 6:42. «Никита, как у вас в Николаеве? Все нормально? Нас бомбят». Мирное европейское государство в один миг обернулось зоной боевых действий. С каждым часом новости только хуже. Не видно ни надежды, ни просвета. Но мы не спали. Причем я знаю, что после 24 февраля многие из моих зрителей в прямом смысле слова не спали несколько суток подряд, потому что просто не могли уснуть.
down here, you also see a lot of desperation, a lot of tears, a lot of people holding hands, a lot of people holding each other, and just waiting to see what comes next, where they go from here, and what their place, if any, is going to be in this new Ukraine. Ужас и непонимание, ощущение нереальности происходящего. Почва уходит из-под ног. Фотографии из киевского и харьковского метро напоминают кадры из московского метро в 1941 году, когда там люди пережидали нацистские бомбежки. Как наша страна может быть причиной подобного? В первые же часы россияне постят в своих соцсетях черный квадрат. Многие ставят его вместо заглавной фотографии. Это не какая-то организованная акция, у этой идеи нет автора. Просто сработало ассоциативное мышление. Случившееся утром 24 февраля еще не осмысленно, но чувствуется как нечто кромешно черное. Вечером того же дня люди выходят на улицы российских городов. Сами, в первые же часы войны, без организаторов, без каких-либо лидеров протеста. В поддержку военной агрессии по зову сердца 24 февраля не выходит никто. Сразу в нескольких городах России прошли митинги против войны с Украиной и массовые задержания. Полицейские перекрыли центральные площади городов, куда шли демонстранты и, применяя силу, отводили протестующих в автозаки. По стране прокатились антивоенные митинги. Требую прекратить нарушение общественного порядка! Прекрасная далека, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко любовь, а чисто истока. Чем мне нравится рисунок? Достаточно прекрасная далека, я начинаю путь. 28 февраля мы на нашем канале впервые высказываем мысль. Так называемая спецоперация провалилась. Тогда же, 28 февраля, начинается первый раунд переговоров делегаций Украины и России. Появляется надежда. Вот-вот стороны договорятся. Уже есть первые жертвы, уже разрушены отдельные здания, уже произошли ужасные вещи. Но еще можно все отмотать назад, кажется тогда. Война идет только 4 дня, а ее бесперспективность для России уже очевидна. И еще не поздно прекратить огонь и отойти на исходные позиции. И при этом все смогут сохранить лицо. Пусть каждый назовет себя победителем, и на этом все закончится. Лишь бы только переговоры закончились соглашением. Именно такое было настроение в те дни. Вчера, наконец, решено было провести переговоры на украинско-белорусской границе. Переговоры шли весь день, но пока ничем не завершились. Стороны решили продолжить их на следующей встрече. Второй раунд прошел спустя 3 дня в Беловежской пуще, где 30 с лишним лет назад были подписаны соглашения о прекращении существования СССР. Продолжилась дискуссия, однако она идет не просто, не говорит о чем-то
Позитивным пока рано. Прошел месяц. Боевые действия и переговоры сначала в Беларуси, а потом в Турции шли параллельно. 29 марта к журналистам вышли глава российской переговорной группы Владимир Мединский и заместитель министра обороны Александр Фомин. Мединский заявил, переговоры прошли конструктивно, Россия делает шаги для деэскалации конфликта. Суть этих шагов объяснил Фомин. Его короткое выступление обогатило военную терминологию сразу двумя новыми эвфемизмами. Шаг доброй воли и кардинальное сокращение военной активности. Z-публика, которая только успела оформиться как отдельная социальная группа, от принятого решения разом вознегодовала. Требование продолжить войну, уже очевидно проигранную, однозначно губительную для России, почему-то стали преподноситься как патриотизм. Настоящие патриоты России тем временем выступали за вывод российских войск. Такие призывы уже официально были приравнены к преступлению. И все же в конце марта появилась даже не надежда, отблеск надежды. А вдруг точка невозврата еще не пройдена? Российские войска отступили от Киева, Чернигова, Харькова и Сум. Казалось, что еще немного, и они покинут Украину, вернутся на границы 23 февраля. Однако в первых числах апреля все надежды на примирение были похоронены в пригороде Киева, в Буче. Именно в тот момент, когда в соответствии с договоренностями Стамбула российская сторона в качестве жеста доброй воли решила провести некоторую деэскалацию ситуации на земле, прежде всего в Киевской области и в Черниговской области. Ukrainians don't trust for a second these new Russian claims that the Russian military is scaling back its offensive around Kyiv. Вчера название небольших городков Буча и Ирпень узнал весь мир. В таком количестве страшных вещей виновата Россия, и при этом говорит, что не виновата. Зверство в Буче – это не мы, Мариуполь сравняли с землей – это не мы, в Одессу летит ракета – это мы, но не совсем мы, все не мы. It is the unthinkable has happened here. We have seen the cruel face of Putin's army. We have seen the recklessness and the cold-heartedness with which they have been occupying the city. Here in Bucha we saw our humanity being shattered, and the whole world is mourning with the people of Bucha. Всего того, что произошло в Буче, от всего того, что мы увидели и свидетелями чего мы стали, я понял, что я не хочу говорить по-русски. Кто бы ни пытался помешать нам, они должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Это цитата из обращения Путина от 24 февраля. Его слова сложно понять иначе, чем как угрозу применения ядерного оружия. 27 февраля Путин приказал привести силы ядерного сдерживания в особый режим боевого дежурства. Что означает эта формулировка, не понимал никто, но холодок по коже пробежал, наверное, у каждого. Попытка блицкрига уже давно забуксовала. Чтобы не выглядеть жалким, у Путина остался лишь один способ – усиливать ощущение исходящей от него опасности. Не сумев сходу сломить сопротивление украинцев, он создал образ маньяка, который при необходимости уничтожит Украину вместе со всей остальной планетой. Поначалу, пока Путин не начал повторяться, его угрозы ощущались как реальные. Его напускная невменяемость какое-то время выглядела натуральной. Я хорошо помню момент, когда и сам по-настоящему был напуган. Сложно было выдавить из себя хоть что-то позитивное, чтобы поддержать зрителей.
Издание «Таймс» пишет о новом ядерном сценарии, что Россия может провести ядерные испытания на границах с Украиной. Значит, сейчас тут мы обсуждаем вероятность ядерной войны. Такие у нас новости такие. Ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Очень скоро перед Путиным встанет выбор – уйти в отставку или ударить ядерным оружием по Украине, чтобы заставить тех пойти на переговоры. Перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. В глобальной повестке ядерный шантаж, угроза оружием массового поражения были табуированными темами. Над миром действительно нависла угроза ядерной войны. Не вижу я много поводов для оптимизма, кроме как сообщить вам о том, что в случае ядерной войны все-таки не все мы умрем. 24 февраля многим из нас казалось, что мы легли спать при одном политическом режиме, а проснулись уже при другом. Однако политическая система не трансформировалась в один день, и знакомая нам информационная автократия по инерции продолжила свое существование. Власть не собиралась вести длительную войну и потому не планировала видоизменяться. Поэтому тоталитарные практики внедрялись постепенно. Независимая радиостанция «Эхо Москвы» продержалась до 1 марта. 4 марта в административном и уголовном кодексе появилась специальная статья за несогласованные мнения о действиях российской армии. Эти статьи о военных фейках. Илья Яшин, решивший остаться в России до конца, опубликовал свое последнее обращение к аудитории 5 июля. Вскоре его арестуют и приговорят к 8,5 годам за так называемую дискредитацию армии. За пост в Инстаграме с осуждением действий российских военных на Левченко завели уголовное дело об экстремизме. Его задержали в Подмосковье и отправили в СИЗО. В производстве находится еще 8 дел по этой же статье, поэтому можно говорить уже о том, что идет некая кампания по обработке вот этой вот новой статьи Уголовного кодекса. Люди в России не говорят, что на самом деле думают о войне, потому что боятся преследования. На суды тоже надежды нет. Сейчас вся внутренняя политика в России регулируется двумя известными фразами. «Не нравится – уезжай», и второе – «кто не понял, тот поймет». А в целом, это я уже цитирую прокурора, действия Яшина говорят о его беспринципности, прямая цитата, и готовности достигать политических целей любыми методами, в том числе борьбой против своего отечества. Вчера меня объявили в России федеральный розыск за вот это вот видео про Бучу. Слушайте, в принципе, вся суть за то, что назвал все. У меня даже линии защиты нет, от этого отказываться даже не могу. Поначалу время войны считали днями, потом месяцами. Спустя год мы помним скорее основные события. У войны возникла своя неофициальная периодизация. Неудавшийся блицкриг сменился конкретной спецоперацией или так называемой битвой за Донбасс. Когда не удалась конкретная спецоперация, было объявлено о начале эффективного этапа. Но лучше любых этапов мы помним отдельные моменты противостояния, взрывавшие новостную повестку. Оборону острова Змеиный с посылом русского военного корабля по известному адресу, а затем потопление этого корабля, ракетного крейсера «Москва», флагмана Черноморского флота. Взрыв на Крымском мосту на следующий день после юбилея Путина. Шаги доброй воли, перегруппировки, отходы войск и огромное количество человеческих трагедий. Наступление российской армии завязло, и теперь руководство России ведет войну на истощение. Оно уже не считается ни с какими потерями. Раз не удалось Украину сломить, значит, думает Путин, ее можно продавить. Те дни, в которые не случилось значимых событий, проходят как в романе Ремарка «На Западном фронте без перемен». Гибель сотен человек в тех или иных боях местного значения уже и не новость даже, а некий фон. Если линия фронта не сдвинулась хоть немного, то неважно, сколько россиян и украинцев лишились жизни или здоровья, в этот день, с точки зрения информагентств, ничего не произошло.
Аналитики говорят, что положение защитников Мариуполя безнадежно. Но на момент записи этого видео город продолжает стоять и обороняться. «Выживем, несмотря ни на что», — говорят мариупольцы, ради будущего детей и назло врагам, использующим людей как пушечное мясо. Кто здесь враг, люди открыто говорят впервые за 8 лет. Город Мариуполь находится под полным контролем подразделений Донецкой Народной Республики, а также вооруженных сил Российской Федерации. В ближайшее время, в течение получаса, будет установлен флаг Донецкой Народной Республики на самой высокой точке в городе – телебашне. Люди ждут спасателей и эвакуируются самостоятельно. Штурм за штурмом. Российские войска пытаются выбить украинскую армию из Северодонецка. – 25 июня под контроль Луганской Народной Республики перешли города Северодонецк и Боровское. Российские военные захватили еще 2 села на юге от Лисичанска и продолжают наступление на город. По сообщению из Генерального штаба, уже из Лисичанска вывели войска, и, в принципе, уже практически вся Луганская область временно оккупирована российскими войсками. Для миллионов человек по обе стороны границы война постепенно стала частью жизни. Происходящее не сравнишь даже с постапокалипсисом, когда люди налаживают жизнь после случившейся катастрофы. Потому что катастрофа происходит прямо сейчас, каждый день, апокалипсис сегодня. Но люди привыкают и к этому. Ну вот, обычный день от Гловера. Сегодня с самого утра в Киеве звучат сирены воздушной тревоги. Но, несмотря на это, открываются аптеки, магазины и кафе. Люди идут на работу. Из почти 8 миллионов беженцев 4,8 миллиона вернулись домой. Пока есть куда возвращаться, будем возвращаться. Лично я вижу, что многие возвращаются, многие работают, живем, помогаем. Путинская война была изначально начата вопреки всем основам военного искусства. У войны не было конкретной, конечной и измеримой цели, которую можно достичь военным путем. Не были определены желаемые политические результаты всей кампании. Это как если бы все силы страны бросили на великую стройку непонятно чего, в диапазоне от пирамид Гизы до Ассуанской плотины. А получается и вовсе большая яма, и потом приходится объяснять, что закопать самих себя было частью изначального плана. В дни войны российская пропаганда визжит, орет нечеловеческим голосом, даже переходит на мат. Пропагандисты вытаскивают из колоды то одни, то другие, то прям противоположные обоснования войны. И каждая отстаивают так, как будто говорили то же самое всегда. В конце концов, от бесконечных переобуваний в полете и истерик в прямом эфире устала даже изначально лояльная публика. Аудитория пропаганды переключается на другие программы. Растут рейтинги любых непропагандистских передач, хоть от «Дачной рассаде», лишь бы без гомосатанистов, укронацистов и боевых комаров-русофобов. Россия, матушка,
забери Донбасс домой. Это или закончится совсем плохо для всего человечества, или мы победим. А можно расстреливать? Я против расстрелов. А я за. Мы неоднократно заявляли, что не наносим ударов по гражданским объектам. Надо уничтожать инфраструктуру, центры принятия решения. Слишком много сволочей врали. Снизу доверху врали. О том, что у них на складах. О том, какие в техническом состоянии содержится техника. О том, сколько бойцов на линии фронта. И ни одного расстрелянного нет. Ни одного гаденыша за ухо не взяли. Ни один с собой не покончил. Ни один даже рапорт не написал. Российское государство при Путине и до войны очень странно понимало свои функции регулятора. С одной стороны, гиперцентрализация, уничтожение местного самоуправления, подавление всякой гражданской самоорганизации и частной инициативы. С другой стороны, система сквозь пальцы смотрела на сообщество ряженых казаков, которые сами себе дали право докапываться до других граждан. Но всевозможные самодеятельные структуры, которые устанавливали себе форменную одежду, свои ордена и медали. С войной начался новый виток разнузданной вольницы. Уже не реконструкторы с нагайками и игрушечными медальками, а хорошо подготовленные незаконные вооруженные формирования с легким и тяжелым стрелковым оружием, иногда даже с военной техникой, и даже с авиацией. Эти люди ощутили, что государство ослабло, что настало их время. Неонацисты, имперцы, откровенные бандиты и искренние адепты русской весны – все они вышли из тени и пошли воевать параллельно с официальной российской армией. Вроде как им с Министерством обороны по пути, но только до первой развилки. К осени 22 года по стране вовсю расползается оружие. По российским колониям, вербуя себе музыкантов, гастролирует дирижер так называемого оркестра, предводитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На груди у него аж 3 золотых звезды героя от ДНР, от ЛНР и от Путина. Каждое появление Пригожина ясно дает понять, закона в России больше нет. Частный предприниматель без формальных полномочий открыто набирает себе армию уголовников. Параллельно идет реклама и для добровольцев на воле. В ней Вагнер прямо противопоставляет себя официальным вооруженным силам. Устал от армейского идиотизма, хочешь отправиться в боевой поход со сплоченным коллективом и опытным командованием, нацеленным на результат. Хочешь получать при этом финансовое вознаграждение выше армейского и при этом не быть обманутым. Хочешь быть достойным государственных наград, а не только смотреть, как их получают тыловики и штабисты. Именно так начинается стандартный текст объявления о приеме в группу Вагнера. К исходу первого года войны Евгению Пригожину все же дали понять, что он вообще-то частное и не сильно важное лицо в путинской иерархии. Однако, если и можно приструнить отдельно взятого Пригожина, то само по себе беззаконие уже разлилось по России. Итак, знакомьтесь с нашим героем. Зовут его Евгений Пригожин. Так называемых этих военных наемников. ЧВК Вагнера. ЧВК Вагнера. Частной военной компании «Вагнер». Главный сюжет конца прошлого года – взлет Пригожина. Наверное, слышали, ЧВК Вагнер называется. Нам нужны только те, кто уверен в себе, что он хочет воевать. Мы длительное время, почти 10 лет, воевали в разных странах. Сейчас пришлось воевать на Украине. Империю повара Путина Евгения Пригожина. Путинский повар Пригожин. Евгений Пригожин. Повар Путина Евгений Пригожин. Вернулся на боевой курс, зажал БК, отправил подарки по адресу. Все были очень довольны. Контракт закончен. Поеду домой через неделю. Вернули их домой, вернули достойно, с уважением. Уважает их вся страна, уважаем мы, уважает противник. Попасть к нам на войну опять не обязательно садиться. Получил помилование. Есть помилование, есть бумага, есть благодарность от главы республики, есть медаль за отвагу
много не бухай, наркотики не употребляй, баб не насилуй, да? Только по любви или за деньги, да? Армии уголовников, про боевую эффективность которых ничего не известно, зато точно известно, что скоро они вернутся на российские улицы. Пока вся боеспособная российская армия гибнет в Украине, российский официоз как бы говорит, мол, поражение от побед ты сам не должен отличать. 30 сентября, прямо в ходе контрнаступления ВСУ, Путин провозгласил аж 4 украинские области территории России. Он виртуально аннексировал многочисленные украинские города, до которых российские войска даже и близко не дошли. Стал былью страшный сон любого государственника. Центральная исполнительная власть не может определиться, где у России теперь проходит государственная граница. Что ж до исторической речи Путина по поводу аннексии, то ее целиком перебила одна единственная опричная Гойда от Охлобыстина. А на следующий день, 1 октября, украинский город Лиман поставил своего рода рекорд. Он пробыл в составе России менее 24 часов. Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда. Сегодня поговорим об очередном бегстве с поля боя российской армии и освобождении Украины территорий в Херсонской области. Очевидно, что Россия здесь навсегда. Россия отсюда никогда не уйдет. Лиман официально сдан спустя менее чем 24 часа после подписания Путиным документов об аннексии. Дякую, дякую. Потому что Россия на Херсонщине навсегда. Приступайте к отводу войск. Но со вчерашнего дня можно говорить определенно. Херсон в полной мере под контролем Украины. Очевидно, что решение крайне тяжелое. Бажаю здоровья, як вы? Патриот России сегодня на стороне украинской армии, которая освобождает свои города и свою территорию и прекращает там страдания людей. Осенью 2022 года был сломан фундаментальный договор между путинской властью и российским обществом. Политика все-таки занялась теми, кто не занимался политикой. Война пришла к россиянам домой в виде повесток в военкомат. Некоторым выламывали дверь, некоторых ловили прямо на улице. Все, гражданка закончилась за этим автобусом. Долго сейчас не увидишь, папа. Это мобилизация, частичная мобилизация, она так 1% или чуть больше. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. Воинских не проходил срочную службу, не имею военной специальности, не имею военной кафедры. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил. Не проходил военную службу, но сказали все равно. Имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Кто-то подписал за меня мой военный билет, меня незаконно отправили служить. Медкомиссию никакой не проходил, военно-врачебной комиссии не было. Врач сказал, что с моими болячками можно идти на войну. Сейчас находимся в портбое, а мне 63 года. Он отец-одиночка, воспитывающий ребенка-инвалида. Вне зависимости от того, какая группа годности там стоит. Да, есть же группа годности по здоровью, но, как мы знаем из первой волны мобилизации, никто на эти группы не смотрит. Ведь палочка фри – это всего 1% от большой картофельной порции. И этот 1% ничтожно мал. Не тряситесь, они все погибнут. Папа,
ходите в военкоматы. Не берите никаких повесток нигде. Не берите никаких повесток. Не надо их брать в руки. Фу, бяка, выкинете. Не ходите в военкомат. И вообще забудьте туда дорогу. Если вы не подписали повестку, если между вами и порогом призывного пункта больше 1 километра, значит, пока вы все делаете правильно. Цена жизни россиянина была приравнена к одной мармеладке. Всей стране была предложена новая сделка. Пусть большинство граждан спишет в утиль меньшинство своих соотечественников, тех, кому не повезло получить повестку. Списанным наобещали несметные богатства. Настолько длинный список таких и сяких выплат, что даже журналисты не смогли в них разобраться. И эта неразбериха пришлась очень кстати, когда наступило время кидать на деньги мобилизованных, а также их вдов, сирот и пожилых родителей. Мобилизованных успокаивали, мол, сначала вы пройдете полный цикл боевой подготовки, а потом за огромную зарплату будете служить в глубоком тылу. Просто подмените контрактиков, чтобы те пошли на передовую. Нетрудно догадаться, что мобилизованных россиян кинули и тут. Те же, кто не привык измерять свою жизнь и благополучие своей семьи в мармеладках, стали уезжать. Исход россиян из России обернулся настоящим экономическим чудом для тех государств, где к этим людям отношение оказалось лучше, чем на родине. Жители многих российских городов в точности повторили путь своих предков, которые спасались от войны в Грузии, Армении, в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. Отдельным региональным феноменом стала эмиграция из России в Монголию. Правда, в 40-е годы эвакуировались от нацистов женщины и дети. Сейчас же семьям пришлось спасать своих мужчин от российской власти. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. У некоторых женщин слезы, потому что их мужчины забрали на мобилизацию. Вы за свои места боитесь, а мы за своих сыновей боимся. Потому что у меня 2 детей подходят под призыв, и я не хочу остаться одна. Понимаете, я одна их растила. Надо задать себе лишь 3 вопроса. Я мужчина, мне больше 18 лет, и я нахожусь в России. Если все 3 раза ответ утвердительный, то вы не в безопасности. 11 ноября российские войска оставляют Херсон, единственный областной центр Украины, который им удалось оккупировать в ходе этой войны. После 250-дневной оккупации херсонцы немедленно срывают плакаты и билборды с лозунгами «Россия здесь навсегда». Путинская система продолжает судорожно искать ту палочку-выручалочку, которая сможет как-то изменить ход войны. Перепробованные и конкретность, и эффективность, и частичность, то есть мобилизация части мужского населения. Результата нет. Появляется безумная идея – просто заморозить Украину вместе с жителями. Ударами по энергоинфраструктуре лишить отопления, а заодно и электричества, воды и канализации жителей Украины. Но реальный эффект от российских ракетных атак только один. Теперь уже точно никого ни внутри страны, ни за рубежом не убедишь, что эта война не против украинского народа. Потому что это она и есть. Сегодня российскими войсками нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. В результате российских бомбежек украинской энергетической инфраструктуры в последние месяцы более 10 миллионов украинцев остались без постоянного доступа к электричеству. С наступлением этой зимы у многих нет ни отопления, ни воды. В Украине начинают экономить электричество. В
Киевской области будут выключать уличное освещение, а в Тернопольской – лифт. Быт украинца сейчас в целом выглядит вот так. Зарядка телефонов в магазинах, ужин при свечах, почти романтично, но вот только еду таким образом разогревать придется около часа. Я бы лучше хотел сидеть дома со светом. Но нужно заряжать технику, чтобы можно было родственникам позвонить. Я пришла, чтобы подзарядить свой телефон, ну и оплатить счета за коммунальные услуги. Но больше всего я хочу связаться со своими близкими. И своими найближчими. Самое страшное, мне холодно. Мне очень много лет. Це обстріли, неправда. Холод не такий страшний, як обстріли. Нет, холодно, мне холодно. Бутылочки так вот заливаем горячей водой, получается, где-то резиновую грелку где-то уже спрятал. Вот. Удары по гражданской инфраструктуре, особенно электростанциям, станциям снабжения водой, это в чистом виде месть. Да, мы делаем это. Ну кто начал? Кто ударил по мосту? Принцип путинской системы прост и незамысловат. Не можешь победить внешнего противника – бей по тем, до кого способен дотянуться. Путин ничего не может сделать ни с Америкой, ни с Европой. Он терпит поражение на всех фронтах в Украине. Но есть фронт, на котором успех еще возможен, где противнику можно нанести урон. И этот фронт проходит внутри России. А противник путинской системе, находящийся в зоне ее досягаемости, это российские граждане, оставшиеся в стране. Закрыты независимые СМИ, задавлена вся оппозиция. Сбывается вновь последняя часть цитаты пастора Мартина Немеллера. А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто мог бы протестовать. 30 тысяч рублей штрафа за лайки против войны. Преподавателя философии из Барнаула суд признал виновным по статье дискредитации российской армии. Это первый случай, когда виновным по этой статье суд признал не за публикацию или хотя бы репост, а именно за эмодзи под чужими постами против войны в Украине. Извините, такой вопрос. Были сообщения о том, что вас насилию подвергли? Да. Надо служить Родине. И вот апофеозом были строчки, что за Родину не страшно умереть. Далеко не все готовы учить этому детей. Вот я веду ребенка в школу, и что в школе это ему будет говорить. Сотрудники полиции пришли за учительницей в столичную школу из-за ее отказа проводить с учениками так называемый разговор о важном. В Рязанской области раскрыли преступление века. Там задержали местную жительницу за антивоенные надписи в женском туалете торгового центра, которые она оставила на внутренней двери кабинки. И теперь ей грозит штраф до 50 тысяч рублей. Поводом для задержания 11-летней девочки стало письмо директора школы, которая пожаловалась на аватарку в социальных сетях ребенка. Школьница разместила у себя на странице изображение святой Джавелины. Это изображение не внесено в федеральный список экстремистских материалов или внесено? Нет. Дело в том, что в протоколе дословно сказано следующее. Мать проецирует на дочь свои политические взгляды и не осуществляет родительский контроль за публикациями в социальных сетях и таким образом не исполняет свои обязанности родителей. Зеленский проходит мимо меня и говорит: «О, я твои сторисы в Инсте видел. Слава Украине!» Я ему отвечаю: героям слава. Жители Читы Ивана Лосева признали виновным по статье о так называемой дискредитации российской армии из-за пересказа одного из своих снов в Инстаграме. Привет, меня зовут Олеся, на меня заведено уголовное дело по 2 статьям. 280.3 дискредитация уже всей Российской Федерации, 205.2 оправдание терроризма. Обе эти статьи заведены из-за постов в социальных сетях. Казалось, следующую меня отправили под домашний арест. Какой же конец у всей этой истории?
Владимир Путин, безусловно, потерпит поражение в этой войне. Но это будет не финал. Одна из последних глав, но отнюдь не конец. Финал выбираем мы с вами прямо сейчас. Махнем рукой на себя и на свою страну, будет один результат. А если скажем себе, кое-что и в моих силах, если донесем эту мысль до родных и близких, друзей и знакомых, коллег и соседей, тогда шанс не будет упущен. Окно возможностей открывается внезапно и в неожиданном месте. Важно быть готовыми. Нет никаких гарантий, но есть вероятности, есть надежда. Последние главы еще не написаны. Однако о финале нам следует думать здесь и сейчас. И не как будущие читатели, а как писатели, у которых должны быть уже готовы свои черновики. И главное, у нас есть хороший пример, прямо по соседству. Есть президент, который избран гражданами, говорит со своими соотечественниками и не боится. Ни противника извне, ни своего собственного народа. И есть миллионы людей, для которых Родина не бессмысленное слово из казенного словаря, для которых единение, солидарность и самоорганизация – это модель жизни даже перед лицом смерти. Давайте посмотрим видео из прошлого года и этих людей. И до завтра. Всім доброго ранку, українці. Значить так, я тут, ніякої зброї ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати. Россия. To which Mr. Zelensky replied, I need ammunition, not a ride. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність. Доброго ранку, ми з України. Стреляют опять по нам, слышите обстрелы, будьте аккуратны. Ну, живой. Ваня, давай! Давай, сука, падай! Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну